Канал «Доктор Здоровья» рад приветствовать вас. Сегодняшний рассказ не просто о коже. Это история о том, как один, казалось бы, обычный вечер заставил меня иначе взглянуть на прыщи, морщины и пигментные пятна, которые мы привыкли считать нормой. Я рассказываю это не как пациент и не как жертва проблемной кожи. Я рассказываю как наблюдатель, как человек, который увидел, что именно нужно делать, чтобы кожа начала меняться, без агрессивной химии и пустых обещаний. Все началось с одного разговора. Женщина средних лет, спокойный голос, чистая кожа, без тонального крема. Я тогда подумал, генетика. Но она улыбнулась и сказала фразу, которая зацепила. Кожа – это зеркало того, что мы делаем каждый день. Я начал замечать, люди с проблемной кожей почти всегда делают одни и те же ошибки. И наоборот, те, у кого кожа ровная и живая, придерживаются простых, почти народных принципов, о которых редко говорят громко. Первое правило – очищение без фанатизма, не до скрипа. Народное средство, о котором забыли. Теплая вода и отвар ромашки или календулы вечером. Не лечит, поддерживает. И именно поддержка запускает восстановление. Второе правило – кислота из кухни, а не из тюбика. Обычный яблочный уксус, разбавленный водой 1:10. Протирание кожи 2-3 раза в неделю помогает восстановить природный баланс и снизить воспаление. Но самое интересное не снаружи. Я видел, как кожа меняется, когда человек добавляет в утро теплую воду с лимоном. Не как моду, а как привычку. Кожа реагирует первой. Пигментные пятна. Народ всегда знал. Петрушка. Отвар или свежий сок, смешанный с водой. Не отбеливание, а выравнивание тона. Постепенно, спокойно, без стресса для кожи. Морщины – это не возраст, это обезвоживание и напряжение. Старый способ, который используют до сих пор в деревнях – теплое масло, льняное или оливковое, легкий массаж перед сном. Я наблюдал, как одна простая маска меняет кожу лица. Мед и овсяная мука. 10 минут. Без жжения, без покраснений. Кожа становится мягкой, как будто вспомнила, какой она должна быть. Прыщи часто называют врагом, но в народе их считали сигналом. Сигналом, что питание, сон или эмоции вышли из равновесия. И первое, что меняли, не крем, а режим. Один из самых сильных, но забытых рецептов – отвар крапивы. Пили курсами весной и осенью. Кожа очищалась медленно, но глубоко. Я заметил еще одну деталь. Люди с чистой кожей почти не трогают лицо руками. Это звучит банально, но именно эта привычка часто решает больше, чем дорогие средства. Народная мудрость всегда говорила: «Хочешь красивое лицо? Начни с желудка. Каша, овощи, минимум сахара, кожа реагирует быстрее, чем кажется». И еще сон. Не количество, а качество. Ложиться до полуночи. В это время кожа восстанавливается активнее всего. Это не миф, это наблюдение, подтвержденное годами. Самый неожиданный рецепт, который я услышал – умывание холодной водой утром. Не ледяной. Просто прохладной. Это улучшает тонус и уменьшает отеки. Когда все это соединяется – питание, простые средства, спокойный уход – кожа начинает выглядеть иначе. Не идеально, а здорово. И именно это люди замечают. Важно понять, народные средства не чудо, это система. И она работает только тогда, когда ее делают частью жизни, а не разовой попыткой. Я рассказываю эту историю, потому что вижу, идеальная кожа не привилегия, а результат осознанных действий. И эти действия доступны каждому. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам откликнулась эта история, поставьте лайк, напишите комментарий, какой рецепт вас удивил больше всего, и подпишитесь на канал «Доктор Здоровья», чтобы не пропускать новые честные и полезные видео. Берегите себя и свою кожу.